Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я хочу рассказать вам о причинах отслоек, какие они бывают, их будет всего 4 вида, а также расскажу, почему они происходят и как решить данную проблему, чтобы такого больше не происходило. И давайте по порядку. Самая часто, мне кажется, встречающаяся отслойка – это отслойка от свободного края. Итак, причины отхождения от свободного края. Первая причина – это истонченный ноготок. Вторая причина – это плохая подготовка ногтевой пластины, то есть вы плохо подготовили, плохо зашлифовали и плохо обезжирили ноготок. Также может быть причиной большая толщина на свободном крае. Все должно быть в меру, и большой толщины на свободном крае лучше не допускать. Не должно быть пирожков на свободном крае. Старайтесь этого избегать и не наваливать там много материала. Также может быть причина – это большая нагрузка при повседневной жизни. То есть вы постоянно что-то ковыряете, что-то отдираете, там сковородку пальчиком или крышку открыть. То есть это все механические воздействия, и никто не дает гарантии на покрытие, когда вы ими пользуетесь как инструментом. Все-таки ногти это как украшение, а не как инструмент, поэтому нужно относиться к этому более аккуратно и стараться меньше задействовать во всяких механических воздействиях ногти. Также еще одна причина – это несовпадение пластичности базы. То есть, допустим, вы укрепили ногти какой-нибудь стронг базой, такой очень жесткой базой, либо вы наложили гель или акригель, при этом не положив на ноготок какую-то пластичную базу. Потому что если у вас ноготок гнется туда-сюда, либо он очень тонкий, то лучше сначала покрыть какой-то пластичной базой и потом уже покрыть жестким покрытием. Если вы сразу покроете жесткой базой, то может быть отхождение от свободного края. Итак, я даю вам рекомендации, как избежать этой отслойки. Конечно же, это укрепление ногтей, то есть обязательно укрепляем гелем или акригелем, либо жесткой базой. Но, как я вам говорила, что нужно положить эластичную базу на ногтевую пластину. Также нужно отказаться от кислотного праймера. Если честно, я кислотный праймер уже давно им не пользуюсь, поэтому и без кислотного праймера все отлично носится. Выберите просто хороший праймер, не кислотный. Также решит вашу проблему это верное распределение материала по ногтевой пластине. То есть там, где у нас должно быть много материала, мы все знаем, это зона стресса, зона апекса. На свободном крае не должно быть много материала. Поэтому в зоне апекса, в зоне стресса мы кладем побольше материала, а по краям и у свободного края мы накладываем материал столько, сколько должно быть на свободном крае. Также решение – это правильный подбор базы, как я вам и говорила, что нужно класть базу более эластично, если ваши ногти гнутся. Качественная подготовка ногтевой пластины, то есть мы должны ее зашлифовать бафиком либо пилочкой, чтобы приподнять чешуйки. Далее мы должны хорошо обезжирить ноготочек, а потом мы должны нанести либо сначала дегидратор, потом праймер, либо можно сразу праймер. Ждем, чтобы он высох, и наносим базу, и там уже такая, которая вам больше подходит. Также вам может помочь это выпиливание свободного края. Некоторые это делают и во время того, как покрыли базой, но база должна быть, наверное, все-таки жесткой, чтобы можно было свободно выпилить свой ноготок снизу, да. Чего делается выпиливание ноготка снизу? Это все для того, чтобы, когда вы механически воздействуете ногтями в жизни, у вас свой ноготок не принимает в это участие, и получается отслоек никаких не должно быть. То есть все механическое воздействие идет на искусственный материал, а также ваш ноготь при росте, когда он растет, начинает, допустим, скручиваться или
когда вы помоетесь, он, допустим, начинает сужаться, да, и тоже происходит отслойки, то выпиливание ноготка, оно приводит к тому, что у вас таких ситуаций не будет происходить. Кстати, недавно вышел мой курс по акварели, там я учу 7 техникам акварельным, также разбираем самые популярные ошибки, а далее на практике мы рисуем 8 актуальных дизайнов акварелью. Также я научу вас выбирать акварельные краски, какие лучше всего, а какие лучше не выбирать, а также какая кисточка подойдет для этой акварельной техники. Если вы хотели научиться рисовать акварелью на ноготках, то обязательно переходите по ссылке внизу и приобретайте этот курс. Сейчас он действует со скидкой. У него скидка 499 рублей, хотя без скидки он стоит 799 рублей. Так что успевайте, приобретайте и учитесь чему-то новому. Следующее — это отслойка в боковых валиках. Их причины: тонкое нанесение материала в ребрах жесткости, также плохая подготовка ногтевой пластины. Это еще может быть перепиленные точки вроста, также может быть тонкий ослабленный ноготь. Это все тоже ведет к тому, что, скорее всего, он перепиленный. Какие я могу дать вам рекомендации? Это укрепление ногтей, конечно же, это поможет. Также поможет донарастить перепиленные зоны искусственным материалом. А также вам поможет верное распределение искусственного материала по ногтевой пластине. У вас не должно быть плюшек на боковых сторонах ноготка. Следующая отслойка — это отслойка в зоне кутикулы. Конечно же, причиной может быть плохо выполненный маникюр, потому что мы там можем плохо убрать птериги, а птериги — это, можно сказать, часть кутикулы, и поэтому искусственный материал совершенно не может сцепляться с такой поверхностью. Также плохая подготовка натурального ноготка. Если вы плохо подготовите ноготок, то там, допустим, чаще всего люди допускают такую ошибку, когда они подготавливают ноготок, они в зоне кутикулы не проходятся ни бафиком, ни пилочкой, и поэтому там у нас идет такая глянцевая поверхность. И, естественно, сцепиться с искусственным материалом там нечем, и там как раз-таки происходит отслойка. Также может быть причиной жирная или влажная ногтевая пластина. Также может быть причиной не использования дегидратора. Давайте разберем с вами мои рекомендации, которые могут исправить эту ситуацию. Конечно же, тщательно выполнять маникюр, полностью убирать птериги, чтобы его не оставалось на ногтевой пластине. Есть такая рекомендация: если у вас все-таки жирная или влажная ногтевая пластина, то можно использовать кислотный праймер. Естественно, используем базу тонким втирающим слоем перед жесткими материалами. Это гель или акригель. Еще я иногда, когда наношу акригель, то есть на базу, я после того, как все подготовила, опилила сверху ноготок и готова все покрыть цветом, но перед этим я еще стараюсь покрыть еще раз тонким слоем базы, для того, чтобы не было как раз таки в этой зоне отслоек. Это реально помогает. Если у вас при акригеле тоже происходят такие проблемы, хоть вы и покрывали, допустим, ноготок базой перед этим, и вам это все равно не помогло, попробуйте еще покрывать акригель сверху базой. Конечно же, поможет вам еще не длительное ношение ногтей, то есть не более 3 недель. А также это хорошая подготовка ногтевой, а значит, мы хорошо должны опилить и приподнять чешуйки и около кутикулы. Следующий вид отслойки — это отслойка по центру ноготка. Если вы с ними встречались, то сейчас мы разберем их причины, а также мои рекомендации. Конечно же, самая главная причина может быть недополяризованный материал, то есть он там не высох. Почему такое может произойти? У вас, скорее всего, не мощная лампа, либо она устала, так скажем, то есть она уже не сушит так хорошо, как раньше. Также плохая постановка ноготка в лампе, то есть, возможно, завалили ноготок,
и у вас там где-то не просохло. А также еще может быть причиной, самое главное, наверное, это когда вы наносите слишком много материала. Допустим, если это база, если это цветные базы, старайтесь все-таки нанести их, во-первых, уже на выровненный ноготь, и старайтесь не наносить базы толсто, потому что все-таки это не гель, и базы чаще всего кислотные, и если там не высушенный материал будет, то ваш ноготок, ногтевая пластина, то есть натуральный ноготь, будет постоянно взаимодействовать с непросушенной базой, а это не очень хорошо. Также может быть отторжение материала, просто ваш ноготок не воспринимает этот материал, может быть какая-то аллергия или что-то типа такого. Также часто у меня встречается это ушиб, то есть когда клиенты, либо вы врезаетесь в поверхность вот таким образом, то, конечно же, происходит ушиб, удар, и в этой зоне, как раз таки в середине, может произойти отслойка. А также причиной может быть переношенный материал. Мои рекомендации — это, конечно же, просушивать материал положенное ему время. Вы, кстати, можете смотреть у каждого материала, который вы наносите, это либо гель-лак, либо гель. Есть на флакончике всегда информация, сколько вам рекомендует производитель сушить этот материал в лампе и в какой лампе сколько. И также можете посмотреть, скорее всего, этот материал УФ или LED утверждение. Если у вас только LED лампа, ну, скорее всего, у вас уже гибридные лампы у всех. Но если у вас LED лампа, то УФ утверждаемый материал там просто не будет просыхать. Конечно же, решением это всегда использовать базу втирающим слоем перед твердыми материалами и цветными базами. Сейчас я вам все-таки рекомендую наносить базу сначала прозрачную, а потом уже цветную. Ну и, конечно же, не перенашиваем покрытие. А на этом все. Если вам было интересно, обязательно поставьте пальчики вверх. Мне будет очень приятно. Также подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые полезные видео. А на этом все. Всем пока-пока.